Здравствуйте! Если вы попали на этот канал, значит вы заинтересовались переездом в Узбекистан. Я расскажу вам о жизни в нем, о жизни в Ташкенте и о том, как сюда переехать. А если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете один интересный факт. Итак, вначале рассмотрим, а стоит ли вообще переезжать сюда. Давайте проведем небольшой анализ ситуации здесь. Если оценивать ситуацию одной фразой, то Узбекистан находится как бы в России нулевых, когда новый президент, какое-то свежее дыхание, приток инвестиций в страну, развитие. То есть самое начало жизни страны как современного европейского общества. Со сменой президента, по его указу, активно развивается IT-сектор. Местные институты выпускают специалистов, но выпускают они их определенных узких областей. И институты не могут насытить рынок. Отсюда острая нехватка в стране специалистов IT-сектора. Активно строится инфраструктура под IT, строятся офисы, здания, строятся спортивные комплексы, объекты, жилые комплексы. Отсюда нехватка специалистов в строительстве. Сервис предоставления услуг здесь слабый, чуть ниже среднего. Поэтому очень легко открыть свое дело и добиться большого успеха в этом, предоставив хотя бы минимально хороший сервис. И развитию малого бизнеса государство никак не мешает. Более подробно о ситуации с работой здесь, о вакансиях, как здесь можно заработать, я вам расскажу в отдельном видео. Рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выход этого видео. Самым большим преимуществом переезда в Узбекистан является отсутствие языкового барьера. 95% жителей Ташкента знают русский язык. А в пригородах и глубинках этот процент меньше, примерно 50%. Но согласитесь, такое количество русскоязычного населения дает вам возможность прекрасно влиться в жизнь в новой стране без каких-либо ограничений. Еще одним преимуществом является низкий уровень цен. Ну как низкий? Где-то в 1,5–2 раза. В случае с транспортом это в 10 раз дешевле, чем в России. Дешевле фрукты, овощи, дешевле мясо, дешевле сфера услуг, дешевле стрижка, парикмахерская. А уровень заработка экспатов, экспаты это те, кто переехали в другую страну, их уровень заработка находится гораздо выше, раза в 2–3 выше местного населения. За счет этого у них получается и уровень жизни лучше. Вообще это очень глубокая тема. И о заработке, и о ценах мы также рассмотрим в отдельном видео. А теперь давайте поговорим о переезде, о том, что для этого нужно. Во-первых, для этого нужен загранпаспорт. Соответственно, деньги на билет сюда и деньги на первое время. И тут стоит остановиться чуть-чуть более подробно, потому что мы будем рассматривать два варианта переезда. Первый вариант – это переезд уже на готовую работу, готовому работодателю. Это когда вы нашли работу дистанционно, и работодатель оплатил вам весь релокационный пакет, это оплата билетов, это оплата разрешения на работу, вам оплачивается жилье. И большинство работодателей, все работодатели кормят вас в обед, большинство кормит еще на завтрак и на ужин. Есть какие-то еще дополнительные бонусы. Именно по этой схеме переехал сюда я. И в первый месяц-два я тратил $70 вообще на все. Затраты на питание и проезд у вас будет где-то на самом деле от $200 до $500. Ориентируйтесь на эту сумму. $70 это я очень экономил. А теперь рассмотрим второй вариант. Второй вариант переезда – это переезд вслепую, когда вы не нашли работу, просто сюда переехали, ищете работу здесь. Конечно, это выглядит немножко опрометчиво, есть страх перед какой-то неопределенностью, непонятно, что здесь делать, сможете ли вы здесь найти работу вообще. Я скажу, что вполне реально здесь работу найти за неделю, за 2, максимум за 3 недели. То есть за этот срок вы действительно сможете найти здесь работу, которая вас вполне устроит. Но, конечно, при таком варианте переезда все-таки нужно иметь подушку на 2–3 месяца вперед. И учитывая, что пока работодатель за вас не платит, жилье вам не оплачивается, заработка нет, то рассчитывайте свою стоимость проживания из расхода $1000 в месяц. За $1000 вы спокойно здесь сможете жить. То есть минимально нужно на 3 месяца $3000. Переехать сюда можно на 3 видах транспорта: на самолете, на поезде, на автомобиле. За каждым из вас останется выбор этого транспорта, поскольку только вам понятно, какой для вас будет удобен. Понятно, что самолет быстрее, поезд дешевле, но медленнее. Выберите сами. Единственное, о чем я должен вас предупредить, это о том, что если вы поедете сюда на личном автомобиле, то, во-первых, вам нужно будет проезжать через Казахстан, а во-вторых, ваш автомобиль может находиться в Узбекистане не более 3 месяцев в году.
А если же вы захотите, чтобы он находился здесь круглый год, вам нужно будет его растаможить. А растаможка здесь стоит очень дорого. Это порядка 70% стоимости автомобиля. Сделано это по причине монополии государства на производство автомобилей. По автомобильной теме у меня будет также снято отдельное видео. Если вы планируете переезжать сюда с домашним животным, то позаботиться об этом нужно будет заранее, месяца за 2 точно. Во-первых, вам нужно будет сделать все прививки, вам нужно будет оформить паспорт международного образца на животное, а также сделать чипирование. Перевести свои вещи в Узбекистан вы можете при помощи частных компаний. Как компании? Частные ребята занимаются перевозом вещей из России в Узбекистан, из Узбекистана в Россию. Их цены гораздо дешевле, чем у DHL или Почты России. Таким образом, ребята берут в среднем 200 рублей за килограмм груза, а DHL или Почта России возьмут примерно 2000 рублей за килограмм груза. При этом официальные перевозчики очень многие ассортименты вещей не возят. Везти с собой наличные в большой сумме я вам не рекомендую. Лучше сделать это онлайн. И для этого есть 3 способа. Можно перевести напрямую с карты Сбербанк на визу ХУМО. Эту карточку вы сможете легко открыть в течение нескольких дней здесь, в Узбекистане. Также можно перевести деньги через криптовалюту, я думаю, вы об этом знаете. Также 3-й способ – это перевести через приложения, которые позволяют переводить деньги между карточками разных стран. Теперь поговорим о том, что вам нужно сделать в первые дни по приезду в Узбекистан. Если вы сюда приехали и уже сразу же трудоустроились, то работодатель оформит вам визу автоматически. И вы сможете находиться здесь целый год, и по окончанию визы она бесконечное количество раз продлевается. Если же вы сюда приехали и не трудоустроились, то вы можете как турист находиться здесь 2 месяца. Если же вы смогли найти кого-то из местных, кто написал вам сюда приглашение, то так же как с работодателем, вы получаете автоматически визу на год, которую вы можете также продлевать любое количество раз. Если вы сюда приехали с супругом или супругой, то ему или ей выдается виза на тот же период, который действует и у вас. Единственное, что этот супруг должен быть законным, то есть должно быть свидетельство о регистрации брака. В течение первых 15 дней вам обязательно нужно сделать регистрацию по месту жительства. Если вы остановились в отеле, то все документы оформит за вас администрация отеля. Вам лишь нужно предоставить им свой заграничный паспорт и оплатить эту услугу. Если вы сняли квартиру участника, то первое, что вам нужно сделать, это оформить ПНФЛ. Это аналог нашего ИНН. Также вам необходимо сделать электронную подпись. Все договора здесь сделаны через электронную платформу. Обычные договора, подписанные от руки, не будут действовать. Договор закидывается в базу, вы его подписываете электронной подписью, и уже на основании этого договора вы можете получить временную регистрацию. При этом стоит отметить, что плата за эту регистрацию будет раз в 10-15 дешевле, чем плата через отель, потому что отель брал себе дополнительные деньги за услугу в карман. Все эти процедуры займут у вас 2 дня, и максимум вы потратите там $10. Думаю, эту инструкцию нужно дать в отдельном видео, в котором я более подробно расскажу о процедуре аренды и съема жилья. Если вы не сделаете эту регистрацию, то максимум, чем это чревато, это штрафом в $300, когда вы будете покидать страну. Конечно, эту регистрацию никто на улицах не спрашивает, ни полиция, ни другие какие-то органы. Но она вам понадобится, во-первых, при оформлении сим-карты на свое имя, во-вторых, при официальном трудоустройстве на работу, и в-третьих, для получения банковской карточки. Если вы планируете находиться здесь больше месяца, а если вы сюда переезжаете, то, конечно, вы будете находиться здесь гораздо больше месяца, то вам необходимо зарегистрировать e-mail слот. Смешная, конечно, ситуация, сейчас объясню, что это такое. Государство хочет понимать, кто пользуется какими телефонами, кто куда звонит, и в случае какой-то террористической угрозы, чтобы человека можно было найти. Если вы в течение месяца слот не зарегистрируете, вам его заблокируют, и телефоном вы пользоваться не сможете. Да, конечно, если вы отсюда уедете обратно в Россию, то там слот снова будет работать. Что для этого нужно сделать? Нужно купить либо временную сим-карту, либо же уже оформить на себя постоянную сим-карту именно по своему паспорту и обратиться в ближайшее почтовое отделение, где вам помогут составить заявление и зарегистрировать e-mail слот. Регистрация e-mail слота стоит $5.
Но сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы вас не обманули, потому что на почте очень часто обманывают туристов и на этом наживаются. Вы, когда приходите на почту, с заявлением регистрируете слот, вам выдают маленький чек. И с этим чеком вам нужно пойти именно в Paynet. Paynet – это аналог нашего МТС или Евросети. И оплатив именно услугу в Paynet, вам на телефон придет СМС о том, что ваш e-mail-слот зарегистрирован. Он придет на русском, узбекском и английском языках. Именно вот это СМС является подтверждением регистрации слота. Что делает на почте? На почте недобросовестные операторы могут взять с вас деньги, сказав, что «Ака, все хорошо, твой слот будет зарегистрирован, но тебе СМС не придет, они оплату провести физически не имеют права и не могут, и вам заблокируют слот». В таком случае вам придется платить штраф. Если же по какой-то причине e-mail-слот вам все-таки заблокировали, то вам придется оплатить штраф, чтобы его разблокировать. Все это делается тем же заявлением и также на почте, но только стоит будет в 5 раз дороже. Это минимальный набор тех действий, которые вам нужно сделать для беспроблемного проживания здесь, в Узбекистане. Но если же вам все-таки этого мало и вы хотите получить вид на жительство, то проще всего это сделать, приобретя здесь недвижимость, именно жилье. Если вы приобретете недвижимость в Ташкенте за 300 тысяч долларов, то вам автоматически оформляют вид на жительство. Можно сэкономить, приобретя жилье в строящемся доме. Тогда это будет стоить 150 тысяч долларов. Или еще больше можно сэкономить, приобретя не в Ташкенте, а в пригородах за 100 тысяч долларов. Или же в строящемся здании в пригороде за 70 тысяч долларов. Если же вы захотели обосноваться здесь окончательно и получить гражданство Узбекистана, то для этого вам необходимо выйти замуж или жениться, соответственно, на гражданине или гражданке Узбекистана. Или же вы можете получить гражданство, проживя здесь 10 лет и сдав экзамен по узбекскому языку и истории Узбекистана. А вот и интересный обещанный мною факт в начале видео. При получении гражданства Узбекистана вы автоматически лишаетесь своего текущего гражданства. Соответственно, эта операция работает и в обратную сторону, когда гражданин этой страны, уезжая, например, в Россию, получает российский паспорт и лишается своего гражданства уже безвозвратно и никогда не может вернуться в эту страну как гражданин. Ну что ж, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А на этом все, пока!